Всем привет! Меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Сегодня я хочу поговорить, с чего же начать вести систему конвертов. И первая моя будет рекомендация – это взять и прямо сейчас сделать несколько конвертов. Пускай это будет не такое большое множество конвертов, не вот такой наполненный большой органайзер, а хотя бы несколько. Для обязательных платежей это коммунальные услуги, оплата счетов там, за детский садик. То есть обязательные платежи. Потом продукты питания, без этого никак. Это одна из основных статей расхода в любой семье. И обязательно сделать конверт для резервного фонда. И уже договориться с собой, то, что вот, например, резервный фонд от 10%, по возможности больше, уже начать накапливать и определиться, зачем он нужен, зачем нужен резервный фонд вашей семье, то есть на что будут, в каких условиях, при каких обстоятельствах будут расходоваться деньги из этого конверта. С обязательными платежами тут все проще, примерно известны суммы, которые нужно оплачивать, и сроки. То есть эти конверты будут именно для обязательных платежей. Причем конверт можно сделать прямо сейчас, даже из тех материалов, которые уже у вас сейчас есть. Можно уже прямо сейчас сделать себе конверты вот из обычной бумаги. Вот такой бумажный конверт, он делается без клея, очень быстро, просто и легко. И уже начать вести свой бюджет по системе денежных конвертов. Написать, например, коммунальные услуги, продукты. Начать распределять свой бюджет по этой системе. Либо можно сделать вот такие конверты. Делаются тоже очень просто. Для этого нужен всего лишь скотч, ножницы, листок бумаги. Если не для кольцевого органайзера, то просто здесь сделать закрытый край без проколов. Вот такого плана конверты изготавливаются тоже очень быстро и просто. И уже тоже можно будет уже начать использовать систему. Главное это попробовать и уже совершать какие-то действия. Еще один очень популярный вариант – это сделать конверты для денег из пленки для ламинирования. Получаются они вот такого плана. Уже можно их дальше и декорировать, делать какие-то разделители с помощью бумаги. Вот у меня конверты идут такого плана, тоже с проколами, потому что я использую органайзер для того, чтобы хранить все свои денежные конверты. Делается все очень просто и быстро. Видео о том, как изготовить конверт из пленки для ламинирования, либо из скотча и бумаги, либо обычный бумажный конверт. Все эти видео у меня и мастер-классы есть на моем канале. Также можно просто взять файлики какие-то, обрезать, и вот они уже готовы конвертики. Это была первая рекомендация, первый шаг начать с нескольких конвертов. Второе – это самодисциплина. Распределять поступающие финансы сразу после того, как они попали в семью. Если этого сразу не делать, то большая вероятность того, что они по старой системе, уже по сформированным ранее привычкам, сразу разойдутся в непонятном направлении. Поэтому очень важно сразу, как только финансы поступили в семью, распределить их по конвертам. К самодисциплине я отношу еще один очень-очень важный момент. Это поощрять себя, да, именно, постоянно хвалить себя за маленькие достижения, за то, что, например, поступили финансы, то, что распределил их по конвертам, то, что я молодец, умница, и делать себе маленькие какие-то подарки, бонусы для того, чтобы получать приятные положительные эмоции, закреплять формирование новой привычки, а именно определять денежные средства сразу после их поступления приятными эмоциями. Сразу чудо не произойдет, всегда нужно время. Для того, чтобы изменить годами сформированный уклад, обращение с финансами требуется время. Все произойдет, но не сразу. И нужно быть к этому готовым. Второе – это у нас была самодисциплина. Третий и самый важный момент – это нужно начать вести учет расходов. Без этого никак, никуда ты от этого не денешься. Лишь только зная свою личную финансовую статистику, то, куда у тебя расходуются денежные средства, можно ими управлять, можно их контролировать. И уже взять какие-то накопления с последующим куда-то либо инвестированием, либо перемещением куда-то своих финансов. Поэтому обязательно начинаем вести учет расходов. Можно это делать в любой удобной для вас форме, на бумажном носителе, в приложении в телефоне, либо с помощью программы Excel, простых таблиц. Любым методом. Главное, чтобы это происходило, чтобы расходы были зафиксированы, и личная статистика финансовая, она накапливалась для того, чтобы можно было ее проанализировать и уже составить свой финансовый план своей семьи. Как раз это и есть 4-й пункт, когда уже собрана финансовая статистика, когда уже
уже есть понимание, что происходит с вашими финансами в вашей семье, лично у вас, уже можно составлять какой-то план, ставить какие-то цели, обозначивать суммы и сроки реализации этих целей. Четвертое. Составляя финансовый план и следуем ему. И обязательно, пользуясь пунктом 2, самодисциплиной, не забываем все свои успехи подкреплять положительными эмоциями, даже самые маленькие. Это необходимо для того, чтобы мы выработали у себя привычку достижения целей. Потому что для нас, для нашего мозга нет разницы, была достигнута маленькая цель или большая. Идем маленькими шагами к великим, большим целям. И следующая моя рекомендация, она заключается в следующем, то что систему, когда уже начинаем ее вести, необходимо адаптировать именно под себя, договариваться с собой, как мне удобнее, что мне будет нравиться, что будет работать именно со мной, именно в моей семье. Если у кого-то идет, например, у меня множество конвертов, все категории, не обязательно, что такие же категории будут у вас. Возможно, они будут схожи по смыслу, по целям. Но это будет лично ваш финансовый план, лично ваши цели, которые вы будете достигать. Кому-то, например, не нравится то, что те электронные деньги, то есть те деньги, которые лежат на картах, они представлены с помощью ненастоящих денег, дублей. Вот я покажу, например, на подписках у меня тут вот лежит 100 рублей. Но это 100 рублей, это не настоящая банкнота. То есть в моем органайзере у меня есть как настоящие деньги, вот 100 рублей, вот это настоящие, смотрим, вот рублей. Все необходимые знаки, вот это настоящие банкноты, у меня идут вперемешку. Часть финансов располагаются у меня на карте, часть наличкой. И поэтому в моем органайзе у меня вот есть, например, используются вот такие дубли. То есть не настоящие деньги, нарисованные на бумажке картинки. Мне так удобно. Но это может быть просто какая-то записка, если вам так удобнее. Можно сделать какую-то вставку. Вот, я тут прописываю свои цели, но или указываю для себя какую-то важную информацию, но можно, например, писать, у меня там на карте такая-то сумма, на распределении там плюс, кому как удобнее, что будет работать именно для вас, именно у вас. Можно сделать вообще какие-то карточки, самой изготовить, если на это есть во имя желания, настроения, и тоже там какая-то сумма на карте лежит, и тоже их вставлять сюда, в кармашки. Но мне удобнее именно так. Мне нравится трогать то, что она похожа на настоящую банкноту. Люди все разные, и те приемы, которые сработали на одном человеке, нет гарантии, что они сработают и именно на вас. Этот метод, вот именно с дублями, мне он хорошо работает. Я воспринимаю мир через прикосновение, через ощущения. Для меня это очень важно. Люди все разные, есть для кого это важно, есть кому наоборот не нравится то, что вот она не настоящая банкнота, кто только вот за настоящие деньги, чтобы были в органайзер. Кому-то подходят те же самые вот эти бумажки или карточки. То есть нужно договориться с собой и выбрать именно тот метод, тот способ, который будет работать именно с вами. Мне вот нравится оформлять все различными наклейками, делать надписи. Я от этого получаю очень много положительных эмоций. Они на мне хорошо сказываются, и моя продуктивность, она возрастает. А для кого-то может показаться, нет, надо вот простой конверт бумажный, просто с табличкой с надписью, и все, во имя на это тратить нет ни возможности, ни желания. То есть нужно себя слушать и понимать, что именно сработает на вас. То есть пятая рекомендация – это адаптируем систему конвертов конкретно под вас, конкретно под ваши цели и задачи. Очень важно понимать то, что когда начнете систему конвертов, у нас работает не сразу, потому что для того, чтобы изменилось мышление, чтобы сформировались какие-то привычки, это происходит не быстро. Отношение к финансам, да не только к финансам, чтобы выработать любую привычку, требуется время. Время, самодисциплина, главное желание и подкрепление положительными эмоциями. И еще очень важно понимать, зачем мы это делаем. Постоянно задавать вопрос, вот зачем? Зачем мне нужен, например, конверт хобби? Зачем я откладываю сюда деньги? Неужели ради самого просто процесса накопления? Ну, хотя такая цель тоже может быть, почему нет? Есть же у нас коллекционеры или тому, кто нравится просто собирать. Может быть, если я написала, например, цель, запланировала хобби, просто хочу собирать сюда различные банкноты и просто копить ради накопления. Такое тоже может быть.
Ну, в моем случае нет, у меня тут конкретные цели и задачи у этого конверта. Все люди разные, и у каждого свои взгляды и подход. И еще очень важно понимать, зачем мы это делаем. Вот когда приходит осознанность того, зачем тебе нужны деньги, тогда и приходят новые возможности для того, чтобы для заработка. То есть только когда ты знаешь, зачем тебе нужны деньги, на какие цели, что ты будешь с ними делать, тогда и уже наш мозг, наше сознание, оно начинает искать варианты и способы, как достигнуть эти цели. Конечно, у системы конвертов есть еще много разных нюансов, но я считаю, что начинать нужно просто взять и начать. Начать с нескольких конвертов, начать вырабатывать у тебя самодисциплину, это распределение сразу денежных средств после поступления, и поощрять себя, то есть закреплять успехи положительными эмоциями. Начать вести учет расходов и потихоньку адаптировать систему под себя. Теоретически знаний, теории по этому вопросу очень много. Но главное начать. Начать и все сделать пригодным для использования именно конкретно для вас. Желаю вам всего доброго, чтобы система конвертов позволила вам достигнуть ваших целей. Желаю вам успехов, роста вашим доходов. Всего вам доброго и до встречи в следующих видео. Пока-пока.